Всем привет! На этой неделе пугающие новости о COVID-19, тысячах гробах в Испании и Италии, карантинных мерах и нехватке медицинских повязок и оборудования смягчили некоторые приятные истории. Как, например, когда лебеди вернулись в безлюдные венецианские каналы, а также и дельфины. А группа слонов прогуливалась по деревне в китайской провинции Юннань, напилась кукурузного вина и уснула в чайном саду. Эти сообщения о торжестве дикой природы в странах, сильно пострадавших от нового коронавируса, получили сотни тысяч ретвитов. Они стали вирусными в Instagram и TikTok. Они также попали в заголовки новостей. Если в этой пандемии и есть что-то хорошее, говорили люди, то именно это. Животные возвращаются назад, свободно бегая в мире без людей. Но это было не совсем так. Лебеди регулярно появляются в каналах Бурана, небольшого острова в столичной зоне Большой Венеции, где были сделаны фотографии. Дельфины якобы из Венеции на самом деле были сняты в порту Сардинии, в Средиземном море, в сотнях милях от Венеции. В Китае же развенчали вирусные сообщения о пьяных слонах. Слоны действительно недавно прошли через деревню в провинции Юннань. Их присутствие не выходило за рамки нормы. А на вирусных фотографиях были не те слоны. И они не напивались и не вырубались в чайном поле. Этот феномен подчеркивает, как сногсшибательные и слишком приятные слухи могут распространяться во времена кризиса. Люди делятся сообщениями, которые делают их эмоциональными. Когда мы чувствуем стресс, радостные кадры с животными могут быть приятным бальзамом. С другой стороны, получение большого количества лайков и комментариев дает нам мгновенное социальное вознаграждение, говорит Эрин Фогель, социальный психолог и аспирант Стэнфордского университета. Другими словами, они помогают нам чувствовать себя хорошо. Исследования показали, что размещение в социальных сетях дает нашему самоуважению временный импульс. Я думаю, что люди действительно хотят верить в способность природы восстанавливаться, говорит Сьюзан Клейтон, профессор психологии и экологических исследований в колледже Вустера, штат Огайо. Люди надеются, что независимо от того, что мы сделали, природа достаточно сильна, чтобы восстанавливаться. Тем не менее, действительно произошли и реальные случаи, когда животные отреагировали на вспышку коронавируса во многих странах нашей планеты. В частности, в Испании, в провинции Аликанте, был снят ролик, когда стая голубей преследовала женщину, которая пересекала улицу после того, как она скупилась в местном продуктовом магазине. Даже в оригинальном твите пользователя Артур Балагур вы можете прочитать: «У голубей Бенидорма закончилась еда, и они уже преследуют даже тележки для покупок». Немного страшно, правда? Видео быстро стало вирусным в социальных сетях и стало настолько популярным, что даже несколько пользователей интернета прокомментировали, что это видео похоже на сцену из фильма Хичкока «Птицы», а другие указывали на то, что женщина имеет сходство с бездомной из фильма «Один дома 2», потерявшейся в Нью-Йорке. Как бы то ни было, помимо необычной сцены, записанной на видео, единственная правда заключается в том, что эксперты указывают, что уменьшение численности населения на улицах может оказать существенное влияние на фауну городов, пораженных коронавирусом. Отсутствие остатков еды на улицах и отсутствие туристов из-за карантина привели к тому, что эти животные столкнулись со злейшим врагом – голодом. Нечто подобное наблюдалось в Таиланде 12 марта в историческом городе Лопбури, когда разразилась битва между десятками уличных обезьян и обезьянами из буддийского храма. По словам жителей города, обезьяне разногласия, вероятно, возникли в результате резкого падения притока туристов в город и, следовательно, уменьшения количества бесплатных подаяний еды тысячам местных обезьян. В тот день группа из десятков вторгшихся обезьян из храма пошла в город в поисках еды. В конечном итоге они подрались с местной популяцией уличных обезьян. По словам местных, драка остановила транспортное движение на 10 минут, когда воздух наполнился визгом и десятками лапами, поднявшими пыль. К концу дня жители города выложили в храме дополнительные подношения с едой, и толпа обезьян в основном рассеялась.
Проблески надежды в социальных сетях, вероятно, будут играть ключевую роль в поддержании духа в ближайшие недели и месяцы, поскольку люди находятся на карантине в своих домах и общаются друг с другом через экраны. «Я бы призвал людей делиться позитивными вещами», — говорит Фогель. «Но это не обязательно должно быть что-то драматическое. Это просто должно быть правдой. Так что не падаем духом и ищем что-то позитивное в нашей карантинной жизни. Новости с животными должны нам помочь пережить этот непростой промежуток времени. Подписываемся на канал и ждем очередных роликов о животных. Пока!